По работе очень часто посещаю университеты. И американские, и канадские университеты в том числе. Это практически всегда город в городе. И это, как правило, очень живописные городки, в которых есть не только учебные корпуса и общежития, но и театры, музеи, госпитали, спортивные комплексы, ботанические сады и многочисленные кафе и магазинчики. Территория университетов – один из самых прекрасных мест для прогулок, с тенистыми аллеями, клумбами, парками и примечательной архитектурой. Хоть экскурсии сюда не води. Мы в университете Британской Колумбии. Как вы могли бы понять вот по горам за моей спиной. Те же снежные пики, которые видны с набережной Ванкувера. И сегодня мы пройдемся по университетскому городку, а точнее по одной из его улиц. Не могу удержаться. Чувствую себя хулиганом. Начинаю с парковки. Университет молодой, чуть более 100 лет, поэтому предусмотрены улицы для автомобилей и многоярусные парковки. Новые научные корпуса, просто набитые инструментами для науки и исследований. Я там был, просто заветки берут, что я студент не сейчас, а тогда, когда еще таких инструментов и не было. Вот ведь, да, надпись. Когда вы слышите слово «мол», что вы представляете? Большой торговый центр, набитый бутиками. А здесь мол – это для исследований в области медицины и здоровья. Симпатичное здание. Сложно поверить, что там внутри. Здание. По-местному оно называется Physical Plan, как физический завод. И иногда возникает вопрос, там что, физиков делают? На самом деле нет. За этим названием скрывается обычная котельная. Там греют воду для местной больницы. Тут она совсем рядышком. Кампус большой, десятки тысяч студентов, поэтому и кафе на каждом углу. Кафешки. Говорят, местные студенты настолько богаты, что могут себе позволить в них питаться. А вот студенческая машинка. Я оказался в университете в конце мая. Застал цветение рододендронов. Вы когда-нибудь видели такой здоровущий рододендрон? Я не знаю. В 3 человеческих роста. И нигде больше не увидите, потому что эта улица агрономная. Тут какие-то свои мичурины. Как я и говорил, это улица агрономов, а мы пойдем на Восточный молл. Но опять-таки это молл, нет, бутиков, это молл научных институтов. Вспоминаю, в Москве на Ленинском проспекте подряд стояли институты. Тоже молл получается. В зданиях университета часто совмещают учебные аудитории и научные лаборатории. Студентам под лекции и практикумы отдают нижние этажи, а верхние этажи под лаборатории. Ну и бухгалтерию, куда без нее. Если хватает денег, то факультет пытается выпендриться крутым зданием. Центр дизайна. Выглядит, как будто сделан дизайнерами. А так выглядит парковочка, откуда мы начинали. Я немножко схитрил, когда вышел с парковки, обошел квартал вокруг, чтобы побольше в кадр попало. Думаю, вы не против. Такие здания обычно самые интересные. Это пристройки к факультетам инженерии. И иногда в окна, если можно подглядывать,
можно увидеть странные зловещие конструкции и студенты, крутящие гайки. Если уж говорить о том, как подглядывать в окна. Надпись, она гласила, что вот у меня за спиной инновационный центр еды. И я прям подумал, а может там внутри, в этих чанах, мясо искусственное выращивают, ну или еще какие-нибудь такие инновационные продукты. И я спросил у местных студентов, что самого инновационного они тут делают. И они мне поведали важную историю, что студенты могут объединиться и заказать тут варку пива и сварить огромный чан пива. Инновации? Не думаю. Время конец мая, и на территории полно студентов в мантиях. Люди получают дипломы бакалавров, магистров. Прикольно. Территория очень зеленая. Хочется дышать полной грудью. Курить на территории университета нельзя. Ой, не могу не показать. Мы в Британской Колумбии, поэтому все растения здесь примерно в 3 раза больше, чем обычно. Лист дуба больше моей лапы. Пойдем быстрее из-под дуба, чтобы желудем не прибило. Хотя конец мая, желудей еще нет, я в безопасности. А вот здесь заканчивается автомобильная дорога. Дальше там вот тупик. И что тут важного? Здесь есть несколько машин припаркованных, которые используются в качестве каршеринг. Разумно, если вспомнить цены на парковку. Вот что в Ванкувере дают в прокат автомобильный. Точнее, не в прокат, а в совместное пользование, каршеринг. Toyota с багажником для велосипедов. Концентрация выпускников зашкаливает. У них в мае урожай. Мое любимое кафе. Латте просто обалденный. Будете в университете, заглядывайте. А еще, если повернуться, вот на крыше этого здания, если приглядеться, можно увидеть ульи. Шучу я, отсюда улья не видны. Но они видны, если подняться на соседний корпус. Памятник студенту, борющимся с зеленым змеем. Что-то сказал про зеленого змея-то это. Еще и тут выпускные экзамены. Ну, не у меня, но все равно как-то вот пиво захотелось, да, вот. На территории Московского университета весной цветет сирень, а тут рододендроны. Климат позволяет. Блин. Че высокие-то такие? Мы на центральной площади возле студенческого центра.
Ну а мы с вами идем в студенческое гнездо. Так и написано. Гнездо. Вот оно. В этом гнезде нет яиц. Но оно понятно, все ж уже получили образование, вылупились и улетели из гнезда. Раз уж вспомнила о пиве, поищу в ближайшем магазине. Гастроном за углом. Был такой в Московском университете. Нашел пельмени, но они только корейские. В общем, хрен вам, а не пиво в этом магазине. И там внутри настолько жарко, что я прям вспотел. Вот мороженку взял остыть. Стадион. Сооружен над подземной парковкой. Вот это вот я понимаю правильное применение стадионов. Идеальная лужайка, надо и сидеть тут с пикником. Доступно для всех, и все получают удовольствие, а не только 22 потных мужика. В слове «жизнь» «е» потеряли. А не, вот она. Улица студенческого профсоюза. Оказывается, тоже есть профсоюзы. Мне кажется, я тоже состоял в студенческом профсоюзе, я уже забыл. Вкусная. Вот тоже кто-то был злой, что пиво не нашел, аж ногой стекло выломил. В студенческом центре можно перекусить или перекупить что в магазинчике, а вот пива в нем нет. Хотя стоит отойти 100 метров до кафе, и в нем пиво уже есть. Вот оттуда мы пришли и продолжим наш путь дальше. Прямо по улице Восточный Молл. Прокат велосипедов. А тут белка что-то продает, видите, из будки торчит и вот пакетик показывает. Белка, ты как закончишь, скажи, ладно, мне мусор надо выкинуть. Стою, вот мороженое доел, да, вот и занята кабинка. Ну, подожду. Ладно, шучу, пойду до следующей. Белый рододендрон уже отцвел. Не могу пройти мимо, не показать вот это вот здание многоэтажное.
на момент постройки было самым высоким деревянным зданием в мире. Сделано из массива дерева. Там, правда, по правилам сейсмоустойчивости все равно бетонная фигня по центру торчит. Но ученые доказали, что может быть и целиком деревянный. Скворечник для студентов. Многокамерный. Самое время напомнить, что университет стоит на землях, Традиционных и неотчуждаемых землях предков племен Масквем, Скхомиш, Цлейватут. вот да, это я и имел в виду. Кто-то очень ответственно относится к выпускному. Все, донес. Но тут занято уже ресайкл, я могу воспользоваться следующей. Она не занята. Может, там сейчас что-нибудь вылезет, но извини, Белочка, мороженого не осталось. Вкусное. Мы здесь, а начинали... Так, на этом масштабе не видно, придется переключиться. Вот на этом масштабе уже лучше. Вот если мы здесь в центре круга, то мы начинали откуда-то отсюда. От студенческих деревянных общежитий вот к таким кругленьким зданиям. Здесь студентов научат, не знаю, либо дизайну, либо музыке. Уж больно здание дизайнерское. У юристов здания уже намного строже. Вольности не позволяют. Вот из зданий химического факультета с крыши часто трубы торчат, чтобы из вытяжных шкафов выкидывать всю дрянь на улицу. А из здания юридического факультета должно дышло торчать. Это вот, да, вот закон как дышло. Как повернул, так и вышло. Можно пойти налево, можно пойти направо. Но если захотелось пойти на восток или на запад, вы уже знаете направление. В Северной Америке очень любят указатели на стороны света. Я компас с собой не ношу, и меня это часто путает. Направо на горы посмотрели и пойдем налево. Есть одно местечко. Мята цветет. Что-то я не знаю, а мятный мед бывает? Не, я понимаю, что нет шмеля. Но вот если от пчел. Вот такие тропинки на территории университета. И это не парк, а просто озеленение территории вокруг корпусов. Сезон цветения рододендронов не оставляет равнодушным. Я под окнами своего жилища тоже рододендрон посадил, но он еще маленький, не то что этот. Вот место, куда шли.
Как всегда, многолюдно. Если летели в Ванкувер на самолете, то, скорее всего, вот это место вы увидели в заставке, рекламной заставке города Ванкувер на экране самолета. Вот это вот мини-смотровая, откуда мы только что снимали. А под землю уходит многоярусная парковка с лифтом. Я же спущусь по лестнице мимо цветущих кустов рододендрона. Конец мая, и цветение рододендронов сменяется цветением роз. Лиха беда начала. Скоро все кусты будут усеяны распустившимися цветками. Вот с тех темных тропинок мы сюда выбрались. Вот розовый куст, где солнышко побольше достается, уже набрал всю силу цветения. Университет стоит на берегу океана с видом на горы. Можно только позавидовать студентам. Это уже набережная. На самом деле набережная там внизу. Но туда лучше не ходить, я как-нибудь потом расскажу. А здесь за спиной музей антропологический, и видео с него уже было на нашем канале. Назад на парковку пойду по другой улице. Еще пару мест показать надо. Вот это вот удивительно. Куда ни заглянешь, во внутренние дворы или там сбоку, где зайдешь, а везде красота. Никаких тебе свалок или пустырей. А старые корпуса очень старательно спроектированы, чтобы не смотреться серыми, унылыми бетонными коробками на фоне такой красивой природы. Сегодня в летнем театре основное представление рододендрон. И вот это совсем удивительно. Тропинка в самом центре университета, а как по парку гуляешь. Внимание, вопрос. Что за окном? Карета. Концептуальное искусство. Автор хотел показать связь прошлого и будущего, где в карете 19 века размещена камера обскура, которая направлена на молодую растущую секвою, перевернутое изображение которой можно увидеть на белом экране внутри кареты. Вот так вот, сидя в темноте и глядя назад, можно увидеть, как будущее растет. Университет тоже растет. Стройка идет последние 100 лет. И за это время успели дорасти до 50 лучших университетов мира. Если говорить о рейтингах, то это второй университет Канады. Хотя тут с оговоркой, что МcGill, университет, который в Монреале, тоже входит в 50 лучших. И тут уж как баллы рейтинга посчитают, чтобы понять, кто второй, а кто третий. Химический факультет и трубы на крыше, как я рассказывал. За всю прогулку мне удалось найти только один недостаток. Парковку делали рептилоиды. Смотрите сами. Итак, надпись на двери. Уровень 4. Надпись на лифте. 3. Все кнопки горят. Гаснет та, которую нажал. Ну, логично же. По улице Истмол едем в направлении на выезд.
по той части улицы, по которой еще не гуляли. Пока едем, кратко опишу главную проблему университета на сегодняшний день. И это цена образования и проживания. Для канадцев это порядка 10 тысяч долларов в год за обучение и почти 20 тысяч в год за проживание. Для иностранных студентов все выглядит еще страшнее. Если проживание те же 20 тысяч в год, то за обучение будет порядка 50-60 тысяч. И не думайте, что только деньги важны. Университет уверенно входит в 50 лучших в мире, и попасть сюда непросто. Надо быть круглым отличником, если речь идет о престижных факультетах. И поверьте, конкуренция высока. Специфика демографии города Ванкувер говорит, что за место в университете вы будете биться со школьниками, которые учатся круглыми сутками. Родители меньше 5 за оценку не воспринимают. Несмотря на все трудности, каждый год 10 тысяч выпускников празднуют окончание учебы и обретение дипломов. В зале ожидания аэропорта у меня тоже появилась возможность поднять бокал за здравие Университета Британской Колумбии и его выпускников. На этом видео подошло к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи.